Здравствуйте, товарищи! Сегодня я подготовил очередной выпуск «Моя твоя не понимать». Техника имперской гвардии, часть 2. Тяжелый танк Махарий или Махариус был назван в честь величайшего полководца Империума, лорда, командующего Салара Махариуса, который смог провести успешные военные кампании в первой половине 41-го тысячелетия, сравнимые с успехом самого бога-императора. За 7 лет его похода около 1000 миров были возвращены в лоно Империума. Танк Махариус представляет из себя своего рода уменьшенный карающий меч. Его еще часто называют гибельный клинок второго поколения. Махариус значительно легче карающего меча, но довольно эффективный. История его появления в арсенале Империума Человечества довольно интересная. СШК данного танка были утеряны со времен Великого Крестового Похода. Но, как вы помните, главной задачей Adeptus Mechanicus является поиск и восстановление былого научного могущества человечества через обнаружение фрагментов СШК, стандартных шаблонных конструкций. Многие миры-кузницы желали производить танки и карающий меч, но Магас и Марса строго хранят свои секреты даже от своих коллег. Одним из таких миров был мир-кузницы Люций. В поисках решения данной проблемы многие Магасы зарывались в архивы миры-кузницы с целью обнаружения заветных чертежей СШК гибельного клинка. Найти их не удавалось, но вот Магасу Налексу удалось обнаружить фрагменты чертежа утерянного танка. Поставив себе цель восстановления этих знаний, Магас Налекс спустя многие годы смог их воссоздать. Новый танк представлял из себя упрощенный вариант карающего меча. Чертежи были отправлены на Марс с целью его лицензирования и проверки на подлинность. Пока шли всевозможные проверки, Магас Налекс умер, а мир-кузница Люций получила разрешение на производство танка «Карающий меч». Судя по всему, нужно было доказать Марсу, что эта кузница сможет обеспечить производство этих танков и в достаточном количестве. Спустя лет 200 чертежи нового танка были подтверждены, но производство этой машины не началось, так как оказалось, что в этом надобность отпала. Но вскоре мир-кузница Люций осознал, что не сможет обеспечить производство танков «Карающий меч», так как запросы все увеличивались и увеличивались. И тут вспомнили про танк Махариус. Его можно было изготовить быстрее и намного больше, а их мощь уступала карающему мечу, но не настолько много, что нельзя было перекрыть их количество. В итоге в 852 году М41 первые данные танки поступили в корпус смерти Крига. Это полки имперской гвардии, набирающие из планеты Крик. С тех пор многие миры-кузницы получили разрешение на производство этих танков, ведь их создание – это и более высокий престиж мира-кузницы. Конечно, не достает до того уровня, если мир-кузница имеет возможность производить гибельный клинок, но тем не менее. Что касается первоначального названия танка, то оно сгинуло вместе с множеством данных о былых временах. Основные характеристики: 2 боевые пушки, примеры как у Лейман Русса, 2 тяжелых стаббера, это обычные тяжелые огнестрельные пулеметы, и 2 тяжелых болтера. Масса 175 тонн, максимальная скорость 26 км в час, экипаж 8 человек, броня от 150 до 200 мм. Модификация. Махариус Вулкан отличается от базовой модели основным вооружением. Это мега-болтер Вулкан, который обычно устанавливается на Титанах. Наиболее эффективен против любой пехоты, но крайне слаб против бронированных целей. Махариус Омега вооружен мощной плазменной пушкой Омега, которая легче аналогов, устанавливаемых на Титанах, но более подвержена перегреву и взрыву, но взамен имеет более легкое и дешевое производство. И еще вооружена по бортам спансонных 2 тяжелыми болтерами, 2 тяжелых стаббера отсутствуют. Проявил огромную эффективность в боях, особенно против тиранит. Сравнитель новая модификация танка Махариус. Махариус Покоритель имеет как основное вооружение 2 пушки Покоритель, которые являются усовершенствованным и более эффективным главным орудием от танка Лейман Русс, имеет явную антитанковую направленность. Легкий танк Зигфрид был создан на базе сельскохозяйственной машины Лэндкраулер и рассматривался как замена шагоходу часовой в корпусе смерти Крика.
был создан на планете Крик во время гражданской войны на этой планете, которая длилась 500 лет, до 949 года М40, где сражались поборники хаоса и сторонники Империума. Лоялисты победили. Именно из ужасных условий на планете, благодаря использованию всевозможного разрушительного оружия, Зигфрид и был создан на замену менее защищенных часовых. После завершения гражданской войны производство было переключено вновь на часовых, но Зигфриды все еще также производятся. Ими вооружаются осадные полки корпуса смерти Крига. Адептус Механикус никак не обратили внимания на этот легкий танк, хотя его нестандартная конструкция стоит на грани техноереси, но пока все тихо. Имеются тяжело бронированные модификации Зигфрида, но все они, так же как и базовая модель, вооружена легким оружием. В основном используются в полках корпуса смерти Крига, которых насчитывается огромное количество. На этом мы этот выпуск заканчиваем. Спасибо за просмотр, ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на канал. Ну а с вами был Старый Стратеговод. До свидания, товарищи.